Предлагаю к вашему вниманию вот такие пинеточки. Меланжевая пряжа, очень симпатичная, состоит из нескольких цветов. Основной цвет белый, и на белом фоне вкрапины или маленькие полосочки разных цветов. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Для вашего внимания предлагаю свои новые пинетки. Вот такие красивые, маленькие, с люверсами, коротенькие, но верх рельефный. Посмотрите, как красиво выполнен. Выглядит вот так впереди. Сразу замерю эти пинетки. Они небольшие. 10 сантиметров подошва, пяточка 4, пальчики 5. Глубина мыса, 3,5, наверное, 3,3. Ширина около 5, 4,8. Задняя часть до подошвы 4,8. Передняя часть 4,4. Высота бортика 2,2. Вот такие пинетки красивые, симпатичные я вам сегодня предлагаю. Если у вас есть интерес, оставайтесь вместе со мной и будем вязать вторую пинеточку. Немного материалов. Основные нитки, как я уже сказала, это меланж от фирмы Schachenmeier. Нитки называются Bambino. Здесь написано очень мягкие, идеально подходят для малышей и для детей. Моточки очень маленькие, всего 25 грамм, 60% хлопок и 40% полиакриль. Подошва, шнурок и кант выполнен нитками сиреневого цвета, ножницы. Крючок 2,10. Немножко странный номер. Это японский крючок. Если у вас такого нету, то лучше взять, конечно, крючок номер 2, если вы будете вязать нитками вот именно такой длины и такой толщины. Крючок маленького размера. У меня здесь 0,5, но вы можете выбрать сами. Для того, чтобы поднять тонкие петли или же спрятать хвостики. 2 маркера для того, чтобы наметить переднюю часть пинетки. Фетровая стелька, которая будет у меня располагаться внутри между подошвами. Люверсы. Мне для того, чтобы связать полностью всю пару, понадобится 8 штук. На каждую пинетку 4 штуки, на каждую сторону по 2. Люверсы на 4,5, мягкий металл. Я начинаю вязать с подошвы. Подошва у меня состоит из 17 воздушных петель. По окончанию работы 72 петли. Подошва состоит из 4 рядов. 2 одинаковых подошвы, абсолютно одинаковых. Одна будет внутренняя, другая внешняя. И фетровая прослоечка. Располагаться они будут вот таким образом, как слоеный пирожок. Посмотрите, какая толщина. Если связать такие пинетки побольше, 10 сантиметров, это уже тоже где-то на малыша 6 месяцев, то уже в таких пинетках можно ходить гулять. Так как у меня подошвы 2 одинаковые, разницы нет, я убираю фетровую стельку, убираю одну подошву и начну вязать уже подготовительный бортик для того, чтобы вязать основной бортик. Вот это лицевая сторона. Крючком намечаю середину на пятке, вкалываю крючок, разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Сразу видно хвостики, я их не обрезаю, так как они окажутся внутри. Вкалываю в рядом стоящую петлю и формирую вот такой уголок. Беру нить уже основного цвета, меланжевого. Очень хорошо будет видно стежки. Провязываю вместе, закрепляю и делаю одну воздушную петлю. Вторая петля будет первой петлей. Это будет всегда на протяжении всего ряда. В рядом стоящую петлю вкалываю крючок и формирую вновь вот такой же уголок. Провязываю вместе. Столбик без накида. Вторая петля становится первой. Во вторую рядом стоящую петлю вкалываю крючок, формирую уголок, провязываю вместе, столбик без накида. И так до конца. С изнаночной стороны образовываются вот такие стежочки. Они все по размеру одинаковые, так как это расстояние петли. Если неожиданно, случайно пропустить одну петлю, то стежок будет больше, и, соответственно, количество петель уменьшится. С лицевой стороны получается вот такой маленький-маленький бортик. Я его считаю нулевым, потому что его рядом назвать невозможно. Образовываются петли для того, чтобы сформировать основной бортик, и боковые петли для того, чтобы
привязать вторую подошву. Я провяжу этот нулевой бортик до конца и покажу вам следующий этап работы. Нулевой бортик готов. Расправляю свою подошву, чтобы она ровненькая была. Теперь приступаю к вязанию основного бортика. Будет он мне состоять из 6 рядов. 5 рядов вяжу без изменений, не убавляя и не прибавляя столбиками без накида. 6-й ряд у меня будет немножко по-другому связан в связи с тем, что я буду на мысике убавлять несколько петель для того, чтобы его закруглить. У меня должно быть 72 петли столбиками без накида. Так мне нужно провязать 5 рядов. Я провяжу 5 рядов в высоту и покажу вам 6-й ряд. Я провязала 5 рядов в высоту столбиками без накида моего бортика и начала уже 6-й ряд. Я отметила маркерами центральные 20 петель. Петли под маркерами в работе не участвуют. Мне осталось до маркеров совсем немного. Петлю под маркером провязываю столбик без накида, как обычно. И со следующей петли начинаю убавлять. Буду я делать всего 4 убавления. Интервал между убавлениями будет 4 петли. Первое убавление. За первую переднюю полупетлю подбираю первую петлю и вторую. Вот таким образом. Провязываю вместе столбик без накида. Интервал 4 петли. 1, 2, 3, 4 и вновь убавление. Первая полупетля и вторая полупетля. Провязываю вместе столбик без накида. 2 убавления уже есть, мне осталось еще 2. Я провяжу это самостоятельно до конца и покажу вам следующий этап работы. Я связала бортик, он у меня состоит из 6 рядов, 5 рядов без изменения и 6-й ряд я убавляла на мысе 4 петли. Маркерами я отметила центральные 32 петли. Петли под маркерами в работе не участвуют. В эти 32 петли входит мыс, который будет состоять из 8 петель, и остальные части на прибавление мыса и на боковинки. 32 минус 8 будет 24. 24 поделить на 2 будет 12. С 13 петли я начинаю вязать. Первая петля закрепляющая, и из этой же петли вывязываю вновь петлю. Два, 7 и 8. Одновременно я вязала хвостик вязания, чтобы быть уверенным, что у меня мыс находится не вправо и не влево, а ровно посередине. Я проверю следующие, с другой стороны, следующие 12 петель. 12 петель, все правильно, я ровно на середине. После провязывания 8 петель столбиками без накида, последующие 2 петли будут соединительные. Первая соединительная петля и вторая. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю и начинаю вязание со второй петли. 1, 2, 8 и 9. Это первая петля, она немножко затянутая, ничего страшного. Это даже хорошо, не появляются дырочки. 9 петля. С другой стороны завожу крючок таким образом, чтобы гриф от меня. Ввожу крючок, подхватываю нить, первая соединительная петля и таким же способом вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание, лицевой стороны уже хорошо видно первая петля и вторая. Так как я прибавляю петли, мне нужно, чтобы у меня мыс состоял из 12 петель, я буду вязать со второй петли. 1, 2, 9 и 10. У меня в работе уже 10 петель. Я планирую, чтобы у меня было 12 на мысе. Я провяжу самостоятельно еще 2 петли и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, 12 петель набраны, которые я планирую. Ширина достаточно, но у меня еще осталось много петель. Петли я больше прибавлять по центральной части не буду. Вяжу дальше. Первая соединительная петля. И вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Все по-прежнему. Первую петлю перекрываю, вторую петлю пропускаю и начинаю вязание с третьей петли. 11 и 12.
У меня по-прежнему осталось 12 петель. С этой стороны все по-прежнему, все точно так же. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Здесь также хорошо видно первая петля, вторая и ночное вязание с третьей. Третья петля. 1, 2, 11 и 12. Вот он вырисовывается уже мысик. У меня осталось с каждой стороны по 6 петель. 2, 4, 6. Я провяжу самостоятельно 2 ряда. И когда с каждой стороны останутся по 4 петли, покажу вам следующий этап работы. Вот я провязала еще 2 ряда, и у меня с каждой стороны осталось по 4 петли, с этой и с этой. Они вяжутся немножко по-другому. Я буду вязать соединительные петли из середины петли, для того, чтобы передняя доля осталась свободной, не задействованной. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Точно так же разворачиваю вязание и начинаю вязать с третьей петли. Здесь никаких изменений нет. Середина по-прежнему 12 петель. С этой стороны точно так же с середины петли первая соединительная и вторая соединительная петля. У меня остается с каждой стороны по 2 петли. Они будут провязываться по такому же принципу, который я сейчас вам показала. Я провяжу самостоятельно до маркеров и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, мыс готов. Я провязала до маркеров. Ни одной петли у меня нету с двух сторон. И теперь приступаю к вязанию язычка. Так как у меня центральные 12 петель, я хочу, чтобы у меня было на язычок 14. Поэтому я с каждой стороны, с каждого края прибавлю по одной петле. Из одной петли первая и вторая. 12, 13 и из этой же петли последняя 14 для подъема. Маркеры нам больше не нужны, я их снимаю. И теперь приступаю уже к вывязыванию язычка. Язычок я считаю от низа, от начала вывязывания мыса до окончания язычка будет 22 ряда в высоту или 11 пар вот таких. Язычок у меня прямой, вот он, посмотрите. И после выполнения язычка, после нужной высоты, я его обвязала с двух сторон. Это несложно, я думаю, это можно сделать самостоятельно, поэтому я свяжу язычок самостоятельно, обвяжу его и покажу вам следующий этап работы. Итак, передняя часть пинетки готова. Язычок связан, прямой, обвязанный. Смотрится очень аккуратно, потому что края все ровненькие. Теперь приступаю к задней части пинетки. Чтобы язычок мне не мешал, я его вот так загну. Теперь мне нужно немножечко поднять пяточку. Для этого я сделаю укороченный ряд. Укороченный ряд у меня будет начинаться с 6 открытой петли. 1, 2, 3, 4, 5. Вот с этой петли я сделаю укороченный ряд. Первая петля, она будет закрепляющая. И со следующей петли я начну вязать. Одновременно буду вязывать хвостик вязания. Подберу хвостик на пятки, вяжу его тоже. Перехожу на другую сторону. Петли я не считаю, я ориентируюсь по другой стороне, чтобы у меня осталось последние 6 петель. 2, 4, 6. Вот они 6 петель. Здесь у меня 5, а здесь у меня 6. Почему? Потому что здесь я начинала с закрепляющей петли, а вот здесь вот последняя петля будет соединительная, чтобы у меня была симметрия, чтобы с каждой стороны у меня осталось по 5 петель. Отрезаю и быстренько спрячу этот хвостик, чтобы потом впоследствии мне его ввязать в вязание. Эти хвостики можно сразу обрезать. У меня получается вот такой подъем за счет того, что я сделала укороченный ряд. Теперь я приступаю к полному вязанию от начала и до конца задней части пинетки. При вязании передней части я оставляла 4 полупетли. Первая, вторая, третья и четвертая. Вот она. Это за счет того, что я брала не за полную петлю провязывала, а только за заднюю часть. Теперь я буду вязать со второй петли. Первую петлю пропускаю и со второй петли начну вязать. Закрепляющая. Из этой же петли вывязываю петлю.
Следующая петля. И последняя, третья. Теперь я выхожу на полные петли, вот на 2 доли. И начинаю вязать абсолютно нормально, столбиками без накида. Дохожу до вот этой петли, которую я делала закрепляющую, неполная. Чтобы ее не цеплять, не мучиться, я ее подберу вот из этого ряда. И теперь перехожу спокойно на укороченный ряд. Посмотрите, что получается. Получается подъем очень легкий такой, и в вязании он будет незаметен. Вот он этот ряд, вот он, укороченный ряд. Теперь ориентируюсь на серединку, это еще далеко. И в этом ряду я убавлю 1 петлю на пятки. Да, почти на середине. Пропускаю 1 петлю и провязываю следующую. Немножко стягиваю для того, чтобы петли были одинаковые, чтобы не образовалась дырочка. И перехожу на другую сторону. Подошла к соединительной петле и опускаюсь на ряд ниже. Тоже плотненько делаю петлю, чтобы не было дырочки. И одновременно буду ввязывать этот хвостик, который у меня был от укороченного ряда. Я почти у цели. Мне осталось провязать всего несколько петель. Первая. Вторая. И третья полупетля. Четвертую полупетлю я оставляю. Петля подъема, разворачивая вязание. Первую петлю пропускаю, тем самым я буду убавлять боковинки, для того, чтобы они были не прямые, а под уклоном. И также вяжу столбиками без накида, изнаночный ряд. Так мне нужно провязать до конца. Предпоследнюю петлю пропустить, последнюю провязать. Я довяжу это до конца и покажу вам следующий этап работы. 2 ряда связаны, теперь я приступаю к вязанию трапеций. Вот эти хвостики все уберу. А вот этот нижний хвостик, с которого я начинала вязать, я его выведу на изнаночную сторону, и потом он у меня вяжется в вязание где-то в серединку, чтобы при обвязывании подошвы мне этот хвостик не мешал. Трапеция у меня будет состоять из 7 петель по лицевой стороне. Первая петля провязываю 1, 2, 6 и 7. Закрепляющие, разворачиваю, петлю пропускаю, со второй петли начинаю вязать. 1, 2, 3, 4, петлю пропускаю, последнюю петлю провязываю. Разворачиваю вязание, первую петлю провязываю. 1, 2, 3, петлю пропускаю, последнюю петлю провязываю. 4, закрепляющая петля, разворачиваю вязание, петлю пропускаю, провязываю, петлю пропускаю, провязываю. И у меня остается в заключении 2 петли. Отрезаю нить, сразу ее прячу в вязание. Теперь начинаю с другой стороны. Отсчитываю 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И точно так же формирую трапецию. Первая петля закрепляющая. Из этой же петли вывязываю вновь петлю. 1, 2, 6 и 7. Закрепляющая, разворачиваю. Вязание начинаю с изнаночной стороны. Первую петлю пропускаю, начинаю вязать со второй. 1, 2, 3, 4. Петлю пропускаю и последнюю петлю провязываю. Закрепляющая, разворачиваю.
Петлю пропускаю, начинаю вязать со второй петли. 1, 2, 3, 4. Закрепляю, разворачиваю, петлю пропускаю. Первая петля, петлю пропускаю, вторая петля. Трапеция готова. Сразу подбираю этот хвостик, прячу его. Вот такие два рожка у меня получились. Теперь приступаю к задней части пинетки, к задней трапеции. Интервал между передними трапециями и задней трапецией будет составлять 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С седьмой петли начинаю вязать. Закрепляющая, из этой же петли вывязываю вновь петлю. 1, 2, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С двух сторон 6 петель расстояния, 15 петель посередине, закрепляющая. Разворачиваю вязание, петлю пропускаю и начинаю вязать со второй петли. 1, 12, петлю пропускаю и 13 провязываю последнюю. Закрепляющая, разворачиваю вязание и начинаю вязать со второй петли. Предпоследнюю петлю пропускаю, последнюю провязываю. Это последняя 11-я петля. Вот что у меня получилось. Отрезаю нить, закрепляю. Теперь мне нужно обвязать полностью всю заднюю часть. Теперь в работу входит самая-самая первая и будет самая последняя петля. Значит, все уже петли у меня в работе. И начинаю обвязывать. Одновременно ввязываю хвостик вязания и подбираю все хвостики, которые у меня были от вязания трапеций. Вышла на вершину. И из одной, из самой верхней петли провязываю 2 раза. А теперь спускаюсь, как обычно. Вот так. Так мне нужно пойти по этим горкам до конца. Не забыть, что здесь из последней петли, вот из этой верхней, провязать 2 раза и спуститься. Мы повстречаемся в конце этого ряда. Ну вот, обвязала со всех сторон. Нить остается с лицевой стороны. Разворачиваю вязание. И вот эта последняя петля, которая у меня осталась с другой стороны, подхватываю свою петельку и провязываю вместе. Закрепляю. И провязываю 2 столбика без накида. 1 и 2. 2 воздушные петли, петлю пропускаю, 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, петлю пропускаю и я на вершине. Я сформировала 2 петельки. От вершины до окончания у вас должно получиться 7 петель. Из этих 7 петель я сформировала 2 петельки. 1 и 2. Также обвязываю круговую по изнаночной стороне. Из самой верхней петли, вот с этой, буду опускаться вниз, также формируя 2 петельки. Окончание у меня будет 2 столбика без накида. Мы повстречаемся тогда, когда ряд будет готов. Итак, петельки сформировала с 2 сторон. Вновь вытянула петлю. Нить закладываю с изнаночной стороны. И вот эта петля, которую мы уже использовали, самая первая, вновь буду ее использовать. Подхватываю свою петелечку и провязываю вместе. Здесь уже я не буду ее закреплять. Я буду провязывать те петли, которые я сформировала. 2 первые петли — это столбики без накида. Арочку 2 столбика без накида. Промежутки между петельками 2 столбика без накида. Вторая петля. В арочку 2 столбика без накида. И так дальше. Вышла на вершину и начинаю в круговую обвязывать свое изделие. Это последний ряд вот этими нитками. И потом я приступлю к
к вывязыванию вот этого канта. Посмотрите, какие образовались петельки. Если даже у вас нет люверсов, эти петельки не растянутся. Они растянутся на ту длину, которую вы сформировали. Если вам покажется, что петля широковатая, то можно сделать не 2 воздушные петли, а 1 воздушную петлю, если у вас нет люверсов. Итак, я провяжу до конца, закрою этот ряд и покажу вам следующий этап работы. Теперь я буду украшать свою пинетку вот этой полосочкой. Буду я делать это с лицевой стороны соединительными петлями. Ввожу крючок, беру нить и буду аккуратненько обвязывать вот так соединительными петлями по самому краю. Вот эта полоска играет двойную роль. Она играет роль красоты, как дизайнерскую, как украшение. И очень важную роль играет для укрепления канта. Я эти петельки делаю средними, не очень затянутыми, но и не очень свободными. Посмотрите, какой образовывается край. Видите, толщина какая? Здесь какие тонкие, как это тянется все, растягивается, видите, веером. И какой появляется здесь край за счет того, что мы по нашему вязанию делаем соединительными петлями еще один утолщенный край. И плюс красота. Я это сделаю до конца и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, посмотрите, что получилось. Смотрится очень здорово. Аккуратненько. Мне осталось еще немного. Мне осталось теперь сделать подошву с вкладышем, вставить люверсы и сделать шнурок. Вот сейчас я займусь как раз подошвой. Я беру крючок, не тем, которым вяжу, а другой крючок. Ищу вот эту точку, с которой мы начинали вязать, самая середина. На другой подошве точно так же складываю ее вместе. Крючком моим, которым я буду обвязывать, подбираю с 2 подошв по полной петле и начинаю аккуратно обвязывать соединительными петлями по изделию, чтобы у меня вот этот кант стал еще толще. Аккуратненько. Вот здесь как раз надо делать соединительные петли свободненько, для того, чтобы подошва не была затянутая. Пальцем прижимаю, они хорошо присоединяются, 2 подошвы. Очень ровненько расправила хорошо. Вот таким образом. Посмотрите, что получается. Получается великолепная платформа. И плюс еще будет вот эта прослоечка. Она еще даст толщину. После закругления вот так вот где-то оставлю расстояние и покажу, как я вставляю вкладыш и обвязываю до конца свою подошву. Мы повстречаемся тогда, когда закругление будет обвязано. Вот сделала расстояние и теперь попробую аккуратненько вставить ее, эту прослоечку. Очень важно, чтобы она не замялась, чтобы она везде ровненько легла. И теперь дальше уже буду обвязывать с прослоечкой. Она потихоньку будет прятаться вовнутрь. Посмотрите, как получается ровненько, красиво, какой хороший край платформочки. Я закончу до конца этот ряд и покажу, как я вставляю люверсы в свое изделие. Итак, я закончила обвязывать полностью всю подошву, и у меня остались 2 вот таких хвостика. Сначала подхватываю вот этот хвостик, вывожу в одно место, вот сюда, разворачиваю на изнаночную сторону, ищу точку, вот она, подхватываю крючком все хвостики, вывожу их наизнанку, распределяю на 2 хвостика, как они были, связываю между собой, но сильно не затягиваю, чтобы петля была не деформированная, и распределяю по разным сторонам вовнутрь. Отрезаю эти хвостики. Подошва готова. Теперь я покажу, как я вставляю люверсы. Делается это просто. Расправляю петельку, вставляю ее вот таким образом. Вот так. Крепко прижимаю, он прижат. Я вставлю все люверсы, вставлю шнурок и покажу вам готовую пару. Ну вот, пара готова. Посмотрите, как они красиво смотрятся. Какие нежные цвета. Удачное сочетание. Я желаю вам здоровья. Вяжите в удовольствие. Дарите свои изделия. Вяжите для своих внуков, для своих детей, для своих родственников, для племянников и племянниц. Радуйтесь от вашего труда, от того, что вы произвели. До свидания, до следующих встреч.